Я добавил зеленого Гастера в свою игру, и он начал появляться там, где его вообще не должно быть. И самое странное, это даже вписывается в лор моей игры. Всем привет, с вами Репка, и для тех, кто не понял, несколько месяцев назад N-Time выпустил видео, в котором открыл нам всем глаза и объяснил, что Гастер на самом деле Зеленый. Так, ну с этим мы вроде разобрались, а теперь к игре. Сейчас я делаю игру под названием Not a Saver. Это история про героя, который думает, что он избранный, а потом узнает, что никаких избранных не существует. Что самое интересное, он может либо принять это, либо все равно попытаться всех спасти. Но любую умную глубокую идею надо обязательно разбавить мемчиком. Тем более меня даже пару раз просили добавить его в игру. И я посидел, подумал и понял, что это классная идея. Я сначала хотел просто взять готовый спрайт, но потом понял, что это слишком лениво даже для меня. В итоге я открыл Sprite и сделал самое гениальное решение в своей жизни. Просто перекрасил его в зеленый. Да, именно так и создаются великие персонажи. Но для спрайта головы я просто ему ее Отрезал. Я думал, что это будет просто мемная секретка, которую найдет пару человек и забудет, но получилось немного иначе. Как и в Undertale, он 100% должен быть секретным, и чтобы его найти в первый раз, нужно сходить в эту комнату. Чего? В первый раз? Да, именно, ведь при первой встрече он будет просто как секретка, и ничего делать он не будет. Но есть один момент, который я сначала даже не заметил. Если постоять рядом с ним чуть дольше, то ничего не произойдет. Но вот вторая встреча с ним будет уже намного интереснее. А вот секретную концовку с Гастером я выложу только в свой телеграм-канал, в котором, кстати, я рассказываю о создании своей игры. Там ты сможешь принять участие в разработке игры, предлагая свои идеи и проходя опросы. Если хочешь посмотреть и попробовать самому понять, что происходит, ссылка в описании. Итак, проходя игру, у нас будет выбор, либо пойти налево по нормальной сюжетной линии, либо же пойти направо к Гастеру. Единственная проблема — нас встретит дверь, открыть которую можно только если прослушать 13 сообщений. Весь подвох в том, что обычных сообщений всего 12, а 13 спрятано где-то в первой локации. И вот тут начинается самое интересное, потому что 13 сообщение вообще никак не обозначено. И если ты его пропустишь, то уже не попадешь к Гастеру. Но если мы все-таки его найдем, мы сможем открыть дверь и снова увидеться с нашим ученым. Во второй раз он уже ведет себя не как простая пасхалка. Он как будто знает, что ты уже здесь был. Теперь с ним можно будет поговорить, и он расскажет нам о своих планах по освобождению мира. А затем сообщит, что ему нужен самолет, и мы должны его предоставить. И да, я не знаю, зачем Гастеру самолет, но я решил не задавать лишних вопросов. И просто вежливо отказался. Но ученого такой вариант не устраивает. И он снова задает тот же вопрос. Когда мы в итоге соглашаемся на это, мы открываем секретную концовку в игре. Из всех концовок это единственная, которая не имеет никакого отношения к лору игры. Наверное. После этого нас выкинет в главное меню, из которого мы сможем вернуться в игру и продолжить основную сюжетную линию. Кстати, я выложил страницу игры на itch.io, именно там будет релиз этой игры. Ну а насчет Гастера я все еще не уверен, оставить его в игре или удалить, потому что изначально это был просто мем, но сейчас он ощущается как часть чего-то большего. Так что напиши в комментариях, что с ним делать, но если честно, чем дольше он в игре, тем больше мне кажется, что он должен быть там.